Всем привет! В этом видео вы узнаете, как сделать стильный и интерактивный интерфейс карточки товара для сайта. Мы добавим звездный рейтинг, а также реализуем выбор цвета товара по клику, когда изображение будет меняться в зависимости от выбранного цвета. Уверен, это будет для вас действительно полезно. Все просто, только HTML, CSS и немного JavaScript. Но обо всем по порядку. Погнали! Итак, для начала я создал папку с нашим проектом. Внутри нее я поместил изображение папки AMG и создал индекс HTML, script.js и style CSS. Весь исходный код я загружу на Boosty в свободном доступе. Вы можете получить, скачать себе архив и продолжать вместе со мной. Теперь приступим к созданию структуры index.html. Берем все ненужное и пропишем контейнер. Внутри него расположим две колонки, левую и правую. Left column и right column. Так. В левой колонке у нас будут только изображения. AMG, путь, папка AMG и 01 PNG. Первая наша картинка. Alt также не забываем указывать. И еще дата атрибут. Нам также будет необходим. Data image. И название. Тут у нас цвет скорее бирюзовый. Давайте так и запишем. Скопируем, вставим еще несколько картинок. Поменяем название. Вторые наушники у нас красного цвета. И третьи скорее зеленого. Если вы видите какой-то другой цвет, вполне возможно так и есть, пишите в комментариях. Может быть, я что-то не так разглядел. И сразу же добавим класс Active. Для изображения пусть будет под номером 2. Мы его сразу будем видеть. Теперь в правой колонке добавим описание. Product Description. В нем заголовок. Давайте скопирую, чтобы немного ускорить процесс. И сразу добавим блок с рейтингом. Рейтинг блок. В нем создадим еще одну оболочку для рейтинга. И рядом добавим количество отзывов. Reviews. Пусть будет больше 200. В самом звездном рейтинге у нас будут инпуты с типом радио кнопок. Name у всех будет одинаковый рейтинг, но ID разное. Рейтинг 1. Под ним добавим label. Для ID рейтинг 1. Скопируем. Это наша первая звездочка. Вторая. Поменяем только ID и for для label. То же самое для третьей. Для четвертой. И для пятой. Так. Ниже под
этим блоком добавим немного описания и укажем стоимость. Теперь мы можем скрыть описание нашего продукта и добавить блок с настройками цвета, с выбором подходящего нам товара. Product Configuration. В нем добавим div с классом Product Color. Внутри него расположим span, color и блок с выбором цвета Color Choose. Разместим небольшие блоки, в которых у нас будут находиться инпуты опять-таки. Input. Снова с типом радиокнопки. С дата атрибутом data image. Можем скопировать из изображения. ID будет такое же. Name у всех зададим color. И value укажем такое же, как и ID и дата атрибут. Значение у нас будет таким же. Ниже поля ввода расположим label для нашего инпута. Копируем ID, вставим и внутри него разместим еще span. Теперь мы также копируем наши маленькие блоки и меняем лишь значение на красный и на зеленый. Так, нам остается еще ниже нашего блока указать ссылки. Product Links. С классом card btn добавить в корзину и укажем небольшой модификатор для второй ссылки купить сейчас. В Style CSS для начала обнулим ненужные стили, внутренние отступы, внешние отступы и пропишем box size со значением border box. Для всех кнопок и инпутов уберем бордеры и фон. Для body укажем высоту min height 100 VH, зададим display flex, выровняем по центру вертикали и горизонтали и укажем шрифт. Можем выбрать из тех, которые уже есть у нас по умолчанию. Их сразу же браузер прочитает и
нам не нужно тратить время на подключение дополнительных шрифтов. Для контейнера укажем внутренние отступы 35 сверху, 30 пикселей по бокам и 43 снизу. Display Flex. Добавим немного тени. Зададим фон белого цвета. Закруглим на 15 пикселей и укажем с помощью свойства Flex ширину 690 пикселей. Теперь для левой колонки зададим Position Relative и относительно нее будем указывать изображение. Сразу же укажем ширину 300 пикселей. Для правой пусть будет 400 пикселей. И теперь перейдем к изображениям. На всю ширину родителя высота 254, Object Fit Contain, Position Absolute, слева 0, сверху 0. Изначально скроем и добавим немного плавности. Так. Когда мы присвоим нашему изображению класс Active, в таком случае покажем наш товар. Для описания Product Description зададим отступ вниз 20 пикселей. Для спана укажем жирность 600, размер шрифта 20, цвет черный. Для заголовка зададим также font weight 600, размер шрифта 22 пикселя, цвет черный и отступ вниз небольшой 6 пикселей. Для параграфа нашего описания товара размер шрифта 16, цвет также черный, межстрочный интервал 24 пикселя для того, чтобы текст лучше смотрелся, отступ вниз 8 и ограничим по ширине на 338 пикселей. Теперь перейдем к нашему звездному рейтингу. Рейтинг блок. Зададим Display Flex. Выровняем по центру вертикали. И укажем отступ 12 пикселей между нашими звездочками. А вернее, между звездочками и отзывами. Отступ вниз 13. Для самого рейтинга также Display Flex и перевернем наши звездочки. Я чуть позже расскажу, для чего мы это сделаем. Justify Content, Flex End. Теперь для всех инпутов, для прямого потомка внутри рейтинг, мы добавим Display None. Тем самым скроем все инпуты. И сможем нарисовать свои кастомные
элементы. Для label мы можем задать практически любые свойства, какие нам заблагорассудится. Но в нашем случае нас интересуют звездочки. Ширину, высоту указали. Теперь зададим фон. Star Gray. Background repeat, no repeat, без повторений. Позицию по центру. Размер 76% и плавность. Теперь для инпутов внутри рейтинг. В том случае, когда он у нас выбран, то есть в состоянии checked, мы выбираем все элементы, которые находятся после выбранного инпута с помощью вот этого селектора. Label и также соседние лейблы, которые за ним находятся. Для них мы задаем фон со звездочкой уже желтого цвета. Так, давайте посмотрим. Нажимаем и видим, что заполняются соседние звездочки, у них меняется фон. Давайте попробуем убрать Flex Direction Row Reverse, то есть тот момент, когда мы переворачиваем нашу строку, закомментируем и видим, если мы выберем, например, вторую звездочку, то заполняются соседние, но с другой стороны. Поэтому мы используем, переворачиваем, можно так сказать, наши звездочки и заполняем предыдущие инпуты. Предыдущие лейблы наши перекрашиваются. И теперь нам остается добавить эффект при наведении. Мы копируем полностью все, что было до этого, и меняем input. Нам нужны инпуты, которые не выбраны. То есть not checked и hover при наведении. Так, проверяем. Отлично. Выбираем какое-нибудь значение, например, 4 звезды, оставляем, и наш рейтинг остается неизменным. Далее перейдем к блоку с выбором цвета. Product Configuration. Также зададим Display Flex, выровняем по центру и раздвинем наши элементы с помощью Justify Content Space Between. Укажем на всякий случай отступ безопасности 15 пикселей и добавим внешний отступ вниз 30 пикселей. Для Product Color также укажем Display Flex, выровняем по центру вертикали, зададим отступ в 10 пикселей. Для спанов внутри Product Color зададим Font Weight 600, размер шрифта 18 пикселей и цвет
черный. Для блока Color Choose также нам поможет Display Flex. Отступ в 20 пикселей пригодится. И также помним про наши небольшие блоки, дивы. Color Choose, div. Все то же самое практически выровняем по центру вертикали. И для лейбла зададим Display Inline блок с высотой 20 пикселей. Для наших инпутов с типом радио можно не указывать, но я на всякий случай задам. Укажем Display None, скроем их. Практически так же, как мы делали в звездном рейтинге. И теперь отрисуем. Color Choose, Input с типом радио. Так. И перейдем к спану внутри лейбл. Для него зададим Display Inline блок. Ширина 20, высота 20. Курсор Pointer. И закруглим на 50%. Position Relative также нам пригодится. И теперь мы можем добавить псевдоэлемент автор. Так. Зададим position absolute 30, 30. Выровняем по центру. И также сделаем полностью круглым. Теперь можем также скопировать. Здесь уберем все ненужное. Для красного цвета с ID Red. Для спана внутри label мы будем задавать фон красный. И когда выбран input с красным цветом, наш псевдоэлемент будет менять border. Так, видим, все работает. Сделаем то же самое, но с другими цветами. Давайте скопируем, чтобы не ошибиться. Для бирюзового. Так. И нам остается зеленый цвет. Если я не ошибаюсь, green. Так. Не забываем точку запятой.
Отлично. У нас уже все переключается. Единственное, не меняются изображения, но это мы поправим с помощью JavaScript. И теперь добавим стили для наших ссылок. Product Links. DisplayFlex, Column Gap 15 пикселей. Расстояние между ними. Для каждой из ссылок зададим Display Inline Block. Так, укажем border в 2 пикселя. Немного закруглим края на 10 пикселей. Font weight 500. Размер шрифта 20 пикселей. Цвет черный. Текст Decoration None. Берем подчеркивание. Паддинг 12 пикселей, 30 пикселей. Будет этого достаточно. Плавность для фона. Background Color. Так, отлично. И мы помним, что добавляли модификатор для зеленой кнопки. Берем border. И при наведении будем менять фон. Так. А у кнопки с модификатором Green так, так. Будем менять фон немного по-другому. Проверяем. Отлично. В JavaScript добавим функционал изменения цвета по клику. Для этого сразу добавим переменную для всех инпутов colors input. Получим их. Color choose input. Отлично. И пройдемся по всем. С помощью метода forEach. Внутри нее добавим функцию. И установим обработчик клика на каждый цвет. На каждый item. То есть на каждый input клик. По клику мы будем вызывать функцию, в которой получим цвет, переменную color, из дата атрибута. Dataset image. Получили. Теперь мы должны удалить класс Active у всех изображений. Сделать это очень просто. Left column img. Опять-таки с помощью метода forEach img можем указать стрелочную функцию. Class list remove active. Отлично. Классы убраны. И теперь нам нужно найти именно то изображение, у которого data image
будет совпадать с выбранным цветом. Для этого создадим переменную target img. Left colon img. Data image. Так. Color. Цвет. Главное здесь не ошибиться с кавычками. Проверяем сначала двойные, потом одинарные и переменная color. Если нашли изображение target img, то соответственно добавляем класс active. Проверяем. Отлично. Все срабатывает. При клике на любой из цветов мы меняем изображение карточки товара. Единственное, в начале мы видим по умолчанию красный цвет, товар с красным цветом, но не видим обводки. Сейчас проверим, из-за чего это может быть. Так. Product Color. Input. Допустим, красный цвет. Добавим состояние checked. Ага. И видим по умолчанию теперь всегда при загрузке страницы мы будем видеть активный input красного цвета и активный товар с красным цветом. Можем выбрать также любой цвет и указать рейтинг. На этом все, друзья. Теперь вы умеете делать карточку товара с выбором цвета и рейтингом. Просто и без лишних библиотек. Если было полезно, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще вы можете поддержать мой канал на Boosty, там доступны архивы с кодом из всех видео, а также эксклюзивные материалы, которые не выходят в общий доступ. Ссылку я оставлю в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.